Михаил Иванович, вот смотрите, мы услышали, что Омский завод тоже поражен как цель, да, перерабатывающий. Я так понимаю, там в той части остался только Ангарский из крупных, таких вот, ну, мощных заводов. Остальное все плюс-минус, но уже поражалось. Можно ли это считать вот таким усугубляющим, эскалирующимся фоном всей этой ситуации? То есть, если Ангарский поразят, то тогда все, только на индийском бензине люди будут ездить. Я все правильно Ну, понимаю? Ангарский более или менее крупный завод. Там еще дальше на восток, ну, по Тюмени уже били, Мгм. доставали. Значит, теперь Омск у нас готов, Да. остановил работу. А дальше только на Дальнем Востоке два относительно небольших завода. Это Комсомольский на Амуре и Хабаровский завод. И причем один из них, судя по всему, остановлен на плановый ремонт, на какую-то профилактику, несмотря на запрет правительства. Опережение играют. Да. Да, 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 вот они взяли там что-то такое, потому что, ну, выгоднее, конечно, сырую нефть продавать оттуда, по трубе они ее получают, Восточная Сибирь, Тихий океан. И вместо того, чтобы перерабатывать и обеспечивать дальневосточных потребителей, они это все в Китай перегоняют. Ну, там своя проблема с топливом. А вот Омский – это очень серьезно. И сейчас я бы даже, ну, если за 2 дня до этого украинцы объявляли, что они где-то 42 с небольшим процента мощности нефтепереработки в России вывели из строя, то я бы считал не всю нефтепереработку, потому что там же не только моторное топливо, там делают еще и сырье для нефтехимической промышленности, там делают и газы, которые идут в виде бутан-пропан для кухни, кухонь и так далее, вот эти широкая фракция легких углеводородов называется, ШФЛУ. Там же делают и мазут, и битум, и асфальт, и бог знает что. Но нас интересует, из-за чего весь сыр-бор, из-за чего вот топливный кризис, о котором сейчас уже стали говорить как о кризисе, это моторное топливо. Ну, в принципе, 3 разновидности. Это бензин, это дизельное топливо и авиационный керосин. Вот на чем моторы работают. И Да. вот когда я смотрю примерно по прикидкам то, что остановили производство бензина, вот прямо по бензину, если сейчас судить, то, ну, в стране нужно в год где-то 44 миллиона тонн бензина. И я думаю, что сейчас уже осталось мощности на производство, годовое производство где-то 20 миллионов тонн. То есть больше 50% мощности, которые могут делать бензин в стране, они выведены из строя. И причем мы видим, что если прежде, после ударов, ну, можно было ожидать, что завод, ну, через 2 недели, даже Ну иногда да. быстрее, снова возобновит работу, может быть, не в прежних объемах, но там где-нибудь что-то заварят, что-то запаят, что-то где-то пустят по короткому маршруту технологическому направлению продуктов этих промежуточных. Но а сейчас происходит то, что останавливается. Останавливаются не только вот так называемые ворота для первичной переработки нефти. Вот нефть поступает, и вот первичная переработка. Это вот установки. Все уже, по-моему, выучили их название. LO, черточка, АВТ, а потом цифра какая-то идет. Вот это самые ворота и есть. То есть там обычно поступает нефть, 2 таких колонны, одна атмосферной перегонки, а вторая вакуумной перегонки, оттуда АВТ, атмосферная вакуумная. И потом вот промежуточные продукты идут дальше для того, чтобы из них делать что-то такое вот хорошее, светлые нефтепродукты типа бензина высокого качества с хорошим октановым числом. И вот бьют-то теперь еще, оказывается, и по тому оборудованию, которое делает высокооктановый бензин, которое делает вот как раз то самое моторное топливо, а не только Мгм. что-то промежуточное. И поэтому вот, ну, сразу скажу, вот на этих LO AVT там есть такой продукт, который прям там получается. Называется прямогонный бензин, нафта по-заграничному. И вот этот прямогонный бензин, недавно правительство разрешило его использовать в качестве моторного топлива.
И первый вопрос сразу у публики: а что, это действительно бензин? Что вот можно его куда-то в бак заливать? Как вот это все делать? А у него есть октановое число вот от 41 до 58. Это даже не дотягивает вот до того самого низкого качества бензина советского времени, 76-го. То есть это все... 76-го. Да, ну а как же, все помнят 76-й бензин, кто в советское время ездил на чем-то. Значит, он не дотягивает, и поэтому разрешили туда добавлять всяческие добавки. Ну вот в советское время нафталин добавляли в шариках, а тут вот есть такие добавки МТБЕ и еще 15 наименований, которые повышают октановое число. Это ненадежные присадки, потому что вот То есть они нарушают работу двигателя? Вот нормальный двигатель ломается от этого? Ну, тут надо лотерея. Тут может быть детонация, может быть, что двигатель выйдет из строя. Может быть. Вторая особенность, что когда говорят о том, что вот у нас есть Евро-2, Евро-3, Евро-5, Да. вот этот прямогодный бензин, там у него никакой евро вообще нет от природы. То есть примеси и серы, и закись азота, и окись азота, и чего там только нет. Вот то, что идет выхлоп в атмосферу из глушителя, то там такой букет, что ой-ой-ой. То есть когда туда запрещали Евро-2, потом на время разрешали, потом опять запрещали. То есть вот экология, конечно, будет страдать, да и двигатели, я думаю, будут страдать. Да. А потом я смотрю, когда, если вообще завод нефтеперерабатывающий останавливается, вот как московский, вот Да. взял и остановился, вот он 40% давал топлива Москве, что надо было в столице, а он не работает. Вот у него все вот эти красивые большие технологические линии по выпуску светлых нефтепродуктов, они стоят. И стоять будут, ну, как на заводе говорят, до 27 года, а 27 год он тоже довольно длинный обещает быть, как минимум 365 дней. И там, может быть, даже до конца года он простоит. Этого завода сейчас нет. И когда мы слышим, что, во-первых, ну, Омский он стоит, я не знаю, сколько он простоит, потому что по нему вот ударили по двум воротам. Вот ворота одни, ворота вторые, те самые ЛОУ, там АВТ установки. И они дальше туда нефть не пускают. Потом ударили там, судя по всему, по системе отгрузки продукции. Потому что вдруг неожиданно через пару часов в Омске возникли гигантские очереди. Ну как, вот только-только завод-то, должен быть какой-то запас. Ну, потому что оттуда должен грузовичок с цистерной идти на АЗС. А он не идет, потому что система отпуска продукции, она остановилась. Но это все, конечно, детали. А если взять, посмотреть общую большую такую картину, то мы находимся на дороге, которая ведет к полному уничтожению, ну или, почти полному уничтожению мощности по выпуску моторного топлива в России. Значит, ну хорошо, вы что-то с чем-то будете смешивать, а если вот нету того, с чем смешивать-то вообще, даже прямогодного бензина нет, если завод стоит, он не дает этот прямогодный бензин, что вы будете делать? Опираться на крошечные заводики, которые еще, даже в Западной Сибири есть, там в Сургуте, в Нижневартовске, там вот есть такие небольшие заводики, но в Сургуте там он, по-моему, в основном на попутном газе работает, ну тоже какой-то газовый бензин выпускает. Но это объемы-то они не те. То есть ничего не получится. Нам нужны были объемы, вот как Омский завод, Московский завод, Рязанский завод. А по ним прилетает и прилетает. Вот Ярославский завод, который тоже снабжает в том числе и Москву, вот по нему прилетел, по-моему, 2 дня тому назад. А украинцы сейчас, понимая, что вот они, большие заводы уже, ну что ж останавливаться на больших заводах, они по маленьким стали стучать своими беспилотниками. Вот в Калужской области небольшой нефтеперегонный заводик, даже не говорю нефтеперерабатывающий, перегонный заводик под названием «Первый завод». По нему попали. То есть можно ожидать, что мы вот идем к полному исчезновению нефтепереработки в России.
Но останется Дальний Восток, я думаю, где-то. Может быть, и Ачинск останется, там Ангарск Нет, а тот останется. же бензин не довезешь до Москвы? Как это как Ну, сделать? может, и довезешь, потому что вот люди в Иркутской области, где Ангарский завод, вот рядом с Иркутском, там 40 минут ехать до него находится, они жалуются, что, извините, вот все топливо отправляется куда-то там на запад, а мы здесь вот сельхозпроизводители в Иркутской области сидим без этого дизеля, и мы не знаем, чем наши вот боевые машины на полях, они чем будут питаться, у нас не будет урожая в этом году вообще. Куда вы это все отправили? А отправили вообще неизвестно куда, потому что на Кубани, например, вот последние заявления сельхозпроизводителей, они говорят так, что, ребята, у нас вот сейчас на 2 дня еще есть какой-то запас для наших машин, для уборки, там, ну, в общем, для всех сельхозработ. А дальше вот мы обращаемся с просьбой на нефтебазы, так, откуда мы получаем обычно все это хозяйство, а нам говорят, вы знаете, заявку, может быть, через неделю только вашу удовлетворим, и то не гарантируем. То есть там уже тоже столкнулись с очень серьезными проблемами. На юге России житница и так далее. Вот вся эта житница, закрома Родины, вот они уже столкнулись с большими проблемами. И дальше, я думаю, будет только хуже. Потому что, ну, у вас, если сейчас половина мощности по производству бензина выведена из строя, то дальше будет не половина, а к 80% приближаться. Я думаю, что вот столько, сколько летит этих беспилотников, ракет и бог знает чего, то в течение недели от половины выведенной из строя мощности мы дойдем до 80%. А там дальше, а что? Ну, этого нет. Вам нечем разбавлять, вам не какие-то вот шмурдяк вот этот делать, там коктейль из бог знает чего, чтобы производить бензин. Ну что, это будет вот как китайцы в каждом дворе металлургическую печь там какую-то свою ставили. Делать что-то такое, бензин, ну, есть такое вот, есть способы различные у себя во дворе делать. Ну, тут все равно нефть нужна или еще что-то такое, потому что, ну, я вспоминаю, вот, ну, во время Второй мировой войны я не был свидетелем этого, но я вижу, как вот там автомобили ходили на чем. Был такой газомоторный транспорт, это идет, например, полуторка, наша советская полуторка, я их еще видел, я застал вот. И где-то за кабиной водителя стоит такой высокий цилиндр. И туда загружают дрова. Да, вот он на этих дровах едет. Они там каким-то образом преобразуются в то, что движет двигателем. Можно это. Может быть, газотранспортные, ну, на газе тоже работают. Ну, не знаю, много можно так перевести двигатели внутреннего сгорания на этот газ, и сколько на это время потребуется, а может потом ударят и по каким-то производителям газа. То есть дорога показана четко, вот куда страна идет с точки зрения топлива. А если топлива не будет, то как у вас в деревню подвезут продовольствие, хлеб? Как у вас куда-нибудь еще что-то подвезут? Вот в Москву будут перебои со снабжением? Вот пока там в Москве относительно легко заправиться. Ну, бывают закрытые АЗС, бывает, чего-то не хватает. Дизель пока есть на всех, как вот мне сообщают из Москвы. Но отдельных видов бензина вот не хватает, пропадают. И дальше будет хуже и хуже. Вот так, а покупать? Где вы будете все это дело покупать? Индия. Вот говорят, с Индией мы тут договоримся. О, значит, насколько я слышал, пока еще никакой договоренности с Индией нет. И индийские компании, которые понимают, что у них нормальные рынки, нормальные связи с той же Европой, куда они дизельное топливо отправляют, сделанное из российской сырой нефти. Да. Вот они будут продолжать все эти свои схемы и туда, куда надо, это все отправлять. На лишнего топлива, вот такого, чтобы обеспечить российский рынок, на рынке фактически нет. В Соединенных Штатах есть какие-то вот такие возможности. В Индии тоже, я думаю, не очень много, но есть.
Были такие возможности на Ближнем Востоке, где за последние годы очень сильно развивалась как раз нефтепереработка. В Европе ничего не развивалось, потому что там, по-моему, на протяжении последних 30-35 лет не построили ни одного нефтеперерабатывающего предприятия. Построили один, Лойна 2000 в Германии, но это на месте старого предприятия. А так это все Азия и Ближний Восток. Ну вот оттуда покупать обратились, вроде бы так намеки сделали Японии, а не могли бы вы через посредников в Южной Корее нам хотя бы авиационный керосин поставлять? Японцы категорически сказали нет. То есть не будут в Россию никакие нефтепродукты поставлять. И откуда что придет? Вот начали тут говорить про Казахстан, про Среднюю Индию. Азию. Да. Ну, Индия, она не даст столько. И она не даст. А вот я извиняюсь, мы сейчас к Казахстану вернемся. Да даже если бы дала, а как они будут доставлять? Трубы же нет, это танкеры. Да, это 10 с лишним тысяч миль для танкера. Это, ну, скорее всего, в обход Африки и так далее. Это неправильное направление. А потом цена всего этого... Сколько он будет идти? Неделю, две? Долго. И потом цена этого и объем этого. А потом куда он придет? Да. Он придет куда? В Черном море? Куда? Разгребать, разгружать его. Кто будет? Ну, в Туапсе? Туапсе, да. В Анапе, в Новороссийске. Я очень сильно сомневаюсь. Новороссийск заточен под экспорт, а не под импорт всего этого хозяйства. А потом по Новороссийску, я думаю, что в ближайшее время снова очень хорошо ударят, потому что мы видим, что на Черном море делают украинцы. Вот Азовское море, которое вроде бы сейчас полностью должно контролироваться российскими вооруженными силами, и тем более ПВО, а вчера что произошло? 10 судов кучей двигались из Таганрога в сторону оккупированного Крыма. 8 из них танкеры. Вот по ним по всем и ударили, вот когда они кучкой такой шли. То есть 10 судов из российского теневого флота выведены из строя. И на Черном море командуют украинцы. Они позволят вот этим танкерам каким-то снабжать Россию топливом. Очень сильно в этом сомневаюсь. Средней Азии. Вот сколько уже говорили, там Казахстан нам что-то такое даст. Ну, во-первых, Казахстан много не даст. Второе, эта часть Казахстана снабжалась. А откуда? Из Омска. А Кыргызстан, который сейчас кричит, что, извините, мы из России получали столько топлива, а сейчас мы не имеем возможности из России ничего получать, он что, России будет помогать какими-то нефтепродуктами? Вот весь Таджикистан и Кыргызстан, они получали топливо с Омского нефтеперерабатывающего завода. И я думаю, что вот от этого пострадает не только российская экономика, но еще и как тяжело придется вот этим странам, Таджикистану, Кыргызстану. С Узбекистаном там немножко полегче, но и Казахстан тоже, я думаю, много не даст. Скорее всего, он будет снабжать соседей вместо того, чтобы снабжать Россию. Тех соседей, южных. Так, мы 20 небольших минут находимся в эфире, и нас уже почти 9 тысяч зрителей прямо сейчас в эфире смотрят. Около 2500 поставили лайки, у нас еще время есть, и, значит, есть возможность разместить в своих аккаунтах в социальных сетях и группах ссылки на этот эфир, для того, чтобы и другие зрители имели возможность к нам присоединиться, не примите этой возможностью воспользоваться, помочь другим зрителям посмотреть этот эфир, ну и, конечно, поставить лайк этому эфиру, чтобы мы попадали в рекомендованные и, соответственно, тоже увеличили просмотры этого видео. Равно как и подписка, которая очень важна на наш канал, поскольку она обеспечивает как раз доступом зрителей к нашим эфирам. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, обязательно это сделайте, а мы продолжаем тогда. Хорошо. Вопрос какой тогда? Как армия в этих условиях снабжается? Но все равно бронетехника, техника в зоне боевых действий, в оккупированной части Украины, она тоже должна ездить. Там есть какая-то приоритетность. Вот туда, например,
сразу выделять все, что есть из бензина, или там тоже перебой? Вот насколько можно судить? Ну, бензин там не так уж много, а вот дизельное топливо туда выделяется и без всяких препятствий. Мало того, до сих пор правительство не ввело запрет на экспорт дизельного топлива. Вот его Так. вроде бы хватает сейчас. Но если завод за заводом будут выходить из строя, то и с дизельным топливом возникнут очень серьезные проблемы. Армию, естественно, снабжают в первую очередь, потому что, ну Да. что ж такое, война идет, куда же Ну, деваться-то. Но армии становится, вот, если отсчитывать от начала военных действий в 22 году, то армии все меньше нужно топлива. Почему? мгм. Если раньше вот, ну, при танковые атаки, там бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки, танки, там вот дизель заливай, 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 и все. А сейчас нужен там танк-то вообще? Потому что он войдет вот в эту мертвую полосу, там линия боя, чего-то там такого, соприкосновения, столкновения и так далее, и так далее. Что сейчас придумывали? Да, Вот в эту киллзона. мертвую зону войдет танк, он сколько? Он полминуты проживет или Очень полторы недолго. минуты? Вот можно ставить какие-то пари, заключать, сколько нужно ему там вот этот дизель этому танку, и вообще этот танк там нужен. Правильно Зеленский совершенно сказал, вот только что его было выступление, когда на саммите НАТО, кстати, он же сказал, вы знаете, война сейчас уже, она не на земле и не на воде, это война в воздухе только. И вообще-то это война дронов, это война роботов, это война... И та самая старая модель войны, когда надо было захватить побольше вот Да, квадратных километров, смысл-то какой? Вот захвата этих, вот никто уже так не воюет, смысла нет. Вот как китайцы, они экономические рычаги захватывают, они вот Э, посмотрите на карты, вот сколько страны мира торговали с кем раньше и с кем сейчас. Китай, 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 везде. Вот по картам, где заметно, кто самый главный торговый партнер. А зачем им завоевывать все это? А здесь вот есть какие-то бредовые люди, которые на квадратных километрах и на танках, танковых атаках. Ну, хорошо, хоть не кавалерию там пускают в эту войну. И поэтому сразу возвращаюсь к этой мысли, что столько военным не нужно топлива. Ну да, грузовики должны что-то подвозить, живую силу подвозить, все как полагается, все нужно, но уже не столько. А потом надо учитывать, что это все-таки Россия, наследник Советского Союза, и там военные, естественно, уже сливают это самое топливо частникам и тем, да, и торгуют налево, да. кому это нужнее. Естественно, все идет, вот тот самый черный рынок, он образуется вот от того, что появляются связи с доблестными вооруженными силами. Ну да, там и в лучшие-то времена торговали налево, а уж нынче-то, мне кажется, клондайк. Всегда, всегда. Но Да, кончились те времена, когда еще и сливали на землю, потому что отчитывались за какую-то проведенную работу, за накрученные километры, надо было куда-то девать этот вот и солярку, и все остальное. И сливали, сливали и сливали. ясно. Хорошо, тогда с другого конца зайдем. Вот этот кризис, как вот вы предположили, может вызвать и потянуть за собой все другие, там и продовольственные, и другие, и так далее. Вот в том виде, в котором сейчас есть, какой запас прочности-то есть, даже вот дожирая там резервы какие-то, там используя все, что можно, при динамике, значит, поражения объектов этой инфраструктуры энергетической, НПЗ и других, вот сколько в таком режиме может существовать? Вот зимой, например, до зимы или зимой, потому что зимой потребление повышается, что очевидно, да? Вот сколько есть нормальный резерв, вот тянуть как сейчас, например, хотя бы? Вот сколько это, месяц, два, 5? Этого я не скажу, не знаю. Но Мгм. я думаю, тот срок 40 дней, который Зеленский давал на то, что вот Мгм. такая будет операция по принуждению России к миру, ну где-то так вот за 40 дней можно добиться как минимум, ну, 3 целей или приблизиться к этим 3 целям. Первое – сделать совершенно невозможным оборону Крыма и открытым для того, чтобы там высадился украинский десант. Это Ну первое. да. Потому что то, что происходит в Крыму, это вот такое.
Второе – это очень сильно потрепать Москву. Потому что провинция, ну что провинция? Ну, провинция, она может прожить даже вот на минимальных, я думаю, каких-то вот, ну, не говорю услугах, на чем-то совершенно уровне жизни. Там революцию не будут делать в провинции. Вот не видно Нет. ни кого-то. Да, это Москва, значит, Москва. А вот второе – это Москва, которая требует, ну, как минимум 2 железнодорожных состава топлива в день для того, чтобы там ездили машины, шло снабжение магазинов и всего остального. Вот туда, по этим линиям снабжения, я думаю, поскольку вот нефтеперерабатывающие заводы, которые вокруг Москвы снабжали столицу, вот по ним очень много было всегда ударов, вот они в первую очередь выводятся из строя. Вот это второе. И я думаю, что на протяжении этих 40 дней возникнет еще, ну, то, что будут опять по НПЗ бить, это понятно. А здесь будет то, что, наверное, вот, ну, не в первую очередь учитывают украинцы, из-за остановки мощностей по переработке нефти в европейской части России будет сокращаться добыча нефти. Угу. А в России это будет трагедия для отрасли, потому что так просто взять, остановить, а потом, когда потребуется снова запустить эти скважины, вот так не получится. Ну хорошо, если у вас 40% от остановленных скважин где-то, ну в Поволжье, вероятно, где-то еще, вы сможете потом снова раскочегарить и что-то сделать. А те, которые в Западной Сибири скважины находятся, или даже вот некоторые в Восточной Сибири, то в зоне вечной мерзлоты особенно, то остановленная скважина, скорее всего, да еще и на истощенном месторождении, то ее восстанавливать уже никакого коммерческого смысла нет. То есть если вы прекратили добычу на каком-то промысле или сократили до минимума, то потом вы его снова вот эту добычу не возобновите. Это будет ускорение коллапса российской нефтедобычи, не только переработки, а нефтедобычи. Вот какие последствия от того, что вот в течение 40 дней можно очень сильно по этим направлениям увидеть движение. Хорошо, с этим мы разобрались. Как влияет в целом конъюнктура мировая после вроде как продолжающихся анонсированных переговоров, мы в прошлой передаче их обсуждали, на Ближнем Востоке с Ираном, долгосрочных переговоров после перемирия, на цену на нефть и на российскую, собственно говоря, конъюнктуру энергетическую. То есть она сейчас, цена растет, стоит на месте. И как это коррелируется с добычей в России и вот проблемами, связанными с потреблением, с топливным кризисом как таковым? Или здесь связи сейчас какой-то особой нет? Так, ну про мировую цену загадывать не буду и угадывать Да. не буду, потому что там столько факторов, от которых все это зависит, что голову сломаешь, пока до этого доберешься. Пока мы видим, что где-то, ну, более или менее устойчиво рывков цен или падения цен такого драматического мы не видим, даже когда, например, иранские какие-то вот ребята из корпуса стражи обстреливают гражданские суда в Персидском заливе и в Ормузском проливе. Даже тогда цены не реагируют. Вот есть 72, 71, 73, Да. вот это вот где-то в этом коридоре за баррель марки Brent. Вот это все так примерно и остается. Аналитики, которые, ну, можно прислушиваться к каким-то более или менее здравым западным аналитикам, которые смотрят на это и говорят, вы знаете, вообще-то, если вот так дело пойдет, вот, ни шатка, ни валка, что сейчас, как там, соглашение о прекращении огня, прерываемое иногда ударами по танкерам и ответными ударами американцев по иранской территории. Вот такое соглашение. Если оно так вот оно удержится и дальше, то примерно к концу года цена на нефть может опуститься до $60 за баррель. Если будет обострение военно-политическое в этом регионе, то она может подняться где-то 85-90. Вот новый будет коридор. То есть вот зависит от того, что будет происходить в Персидском заливе. Российская нефть, она и сейчас торгуется с большими скидками.
Вот индийцы, они требуют не менее $10 за российскую нефть по сравнению с теми показателями, что есть на российскую нефть вот на рынке. Выставляется цена, а там где-то вот там 57, 58 выставляется такая цена, они еще $10 требуют скинуть, индийцы. И в целом сейчас вот нефть российская, она где-то уже, наверное, на уровне $50 за баррель марки Urals идет. Хотя, ну, есть отклонения, есть хорошие сорта нефти на Дальнем Востоке, которые подороже ценятся, но это погода не делает. И мы видим, что та цена, экспортная цена нефти, которая должна входить в формулу налогов, то есть от которой зависит пополнение российского федерального бюджета, вот она все время опускается и опускается. Если на каком-то пике, когда цена взлетела мировая, и шли военные действия в Персидском заливе, то цена российской нефти, с которой налоги вот собирали, Да. была 95. Это по сравнению с ценой $42 за баррель, которая была в начале года. А сейчас, вот прошлый месяц была 77 уже. А в этом месяце, я думаю, что она будет следующий месяц где-то 55, а то и меньше, может быть 50. То есть вот это та цифра, которая закладывается в формулу налогов. Это значит, налогов в России будет от нефти все меньше и меньше. А поскольку берется налог с добычи нефти, а добыча сокращается, значит, и вот этих тонн, с которых берется налог, их тоже становится все меньше и меньше. Значит, ничего хорошего для российского бюджета от нефтяной отрасли ждать не приходится. И, в принципе, если смотреть, вот как события должны повлиять на мировую обстановку, сейчас все чаще и чаще мы слышим от хороших аналитиков, серьезных аналитиков, не пропагандистов, западных аналитиков, что мир как-то вот так вот переменился, и рынок переменился. В том плане, что если раньше, ну вот что-то такое происходит радикальное в Персидском заливе, и цена бабах куда-то вот улетает, или наоборот в другую сторону движется. А сейчас вы посмотрите, что делается. Вот эти коридоры, которые более или менее стабильные, устанавливаются, ничего не происходит. Дальше. Перекрывали вот этот Ормузский пролив. Вот он стоял закрытым, долго-долго стоял закрытым. А что в мире произошло? Возник какой-то острый дефицит? Нет, не возникло. Потому что экономика нынешняя, она так быстро перестраивается, она оказалась очень гибкой. И вдруг выяснилось, что если вот возьмут, да закроют опять Ормузский пролив, вот иранцы там, для того, чтобы нажать на Соединенные Штаты, и скажут, вот мы сейчас закрываем, а у вас на АЗС перед вашими выборами цены взлетят. Ну, я такой сценарий рисую. Цены взлетят, и вы там проиграете, уважаемый господин Трамп, ваша там республиканская партия проиграет. А уже вот этот рычаг, он так не работает. Вот закрой сейчас Персидский залив этим Ормузским проливом, Да. и ну, немножко повысится цена нефти, но так, чтобы это было радикально, не получится. Вот удивительные совершенно вещи происходят в мировой. Ну, может быть, мы вступаем в какую-то новую эру, где важность нефти, она уже не такая вот значимая, как величина, которая должна быть. Может быть, здесь все больше и больше та самая возобновляемая энергетика, либо переходы на другие энергоносители. Ну, тот же Китай, мы смотрим, да, он лишился. Вот из Персидского залива он получал 5,6 миллиона баррелей нефти в сутки. Это много, это очень много. А вдруг раз, бабах, все закрылось. Ну, и он сократил свой импорт со всего мира на 4 миллиона баррелей в сутки. И что произошло с китайской энергетикой? Да ничего не произошло. То есть они даже не очень-то влезли в свои резервы накопленной нефти, вот что они строили нефтехранилища. Они снова стали, ну, и раньше у них была хорошая такая программа строительства электростанций на угле, которые раньше у них вот были
50 с лишним, 54, по-моему, электростанции, не очень большие, строятся угольные, строятся. Затем, зачем им нефть? Они переходят и на солнце, на ветер, на какие-то другие источники энергии. Но очень гибко распределяют все, что только можно, свои возможности. И китайцы показали, как можно самый жуткий кризис, который возникал вот с закрытием Персидского залива на замок, как это все можно преодолеть. И мир присмотрелся. И это уже другая будет энергетика. Она так резко реагировать вот на события в Персидском заливе не будет. Вот тут всем предсказаниям мировых цен на нефть мешает непонимание того, вот куда мы сейчас конкретно идем и сколько потребуется миру ископаемых углеводородов. Вот это пока большая загадка, потому что раньше красивые графики рисовали, вот все вроде так нормально, а сейчас все эти графики полетели, бог знает куда, и в мире энергетика приобретает совсем другую форму. Так, ну почти 40 минут у нас. Что, знаете, я хотел обсудить ответные действия Москвы. Ведь вот они на линии фронта чуть дальше, особенно в Днепропетровской области, по линии на Харьковскую область, начали обстреливать АЗС украинские конкретно, да? Да. И массово это делают, и есть проблемы и в Украине. Ну, Украине, как всегда, деваться некуда. А что, Москва может прекратить войну, а Украина как? Что она, куда? Поэтому, но тем не менее, как бы вы оценили, насколько чувствительными являются эти ответные удары, попытка тоже оставить без потребителей, без бензина, без топлива, значит, в Украине, и как это там работает, почему? Ну, это есть еще в прифронтовых зонах, но все-таки в Киеве такой вот проблемы вроде бы нет, опять же. С чем это связано? Не, ну АЗС, сети АЗС, ну это не самый стратегический вот актив такой, который даже во время войны. Ну хорошо, у вас разбомбили АЗС, да, какую-то. Если на нефтебазе или где-то еще есть подвоз, есть объемы горючего, вам подвезут цистерну, и с этой цистерны будут вам отпускать. Вот это несложно наладить такую временную АЗС. А то, что они вот сейчас бьют по АЗС, вы смотрите, уже скандал. Азербайджан с протестом российскому послу по азербайджанской АЗС попали, и не по одной, по-моему, уже Да, попали. там отличная сеть заправок Сокаров. Да, вот это Сокар, которая Ганкар по-русски называется, вот она там есть. И я не знаю, что из этого получится, но вот этими ударами вот наносили серьезные удары, практически вывели из строя нефтеперерабатывающие заводы украинские. Они уже не работают они сейчас, не могут они работать в условиях войны. А это было важно. По электростанциям, по подстанциям, по центральным сетям всячески наносили удары. Но в Украине очень интересно нашли новые решения. Это распределенная энергетика, о которой, кстати, эксперты уже очень давно до войны говорили, что это вот может быть будущее энергетических систем мира. Это где-нибудь в районе, небольшом районе, вот в области или еще где-то создаются небольшие сети, генераторы, подвозка топлива. Вот все это вот как-то решается даже на местах без огромной красивой общенациональной энергетической сети, там ЛЭП и так далее. То есть децентрализация определенная. Да, выкрутились. И я думаю, что с этими АЗС тоже можно выкрутиться. Это не такой серьезный удар. А вот удар, когда у вас уничтожают всю систему нефтепереработки, да еще и в такой нефтяной стране, как Россия. Вот это удар так удар. Ну что ж, Михаил Иванович, 42 минуты в эфире мы были. Сегодня, мне кажется, достаточно информации. И прямо сейчас нас около 13 тысяч, чуть меньше зрителей смотрят. И почти 4,5, тоже чуть меньше зрителей поставили лайк этому эфиру. Мы благодарим наших зрителей, что вы были с нами. Благодарим Михаила Ивановича, что он нашел время